Здравствуйте, меня зовут Боровикова Ольга Игоревна. Я врач-генетик, гинеколог, специалист ультразвуковой диагностики. Сегодня я расскажу про менструации после родов, когда они начинаются и какие они обычно бывают. Данное видео снято специально для сайта сбеременностью.ру. Некоторые женщины считают, что пока они кормят грудью, новая менструация не начнется. Но это не так. У некоторых они восстанавливаются уже в первый месяц, у других могут отсутствовать в течение нескольких лет. Это очень индивидуально и связано не только с тем, как часто женщина кормит грудью, но также и с ее индивидуальными особенностями. Даже при регулярной лактации менструации могут наступить в течение первых месяцев. Если женщина не кормит грудью, то, как правило, менструации восстанавливаются очень и очень быстро. Достаточно часто первая менструация очень обильная, болезненная. Это связано с тем, что за время, пока их не было, успела нарасти толстый эндометрий. И это приводит к тому, что происходит застой содержимого в матке, и она напрягается для того, чтобы все это вытолкнуть. Из-за этого происходит болезненность. Но нельзя забывать, что наступление беременности возможно еще до того, как восстановился менструальный цикл. И достаточно часто женщина кормит грудью, она спокойна, у нее нет менструации, и она не предохраняется. В это время наступает беременность. Хорошо, если эта беременность желанная, и она будет вынашиваться. Но, к сожалению, достаточно часто эта беременность оказывается нежеланной, и женщина идет на ее прерывание. Это негативно влияет и на психическое состояние женщины, и на состояние ее здоровья, а также здоровье ее уже рожденного ребенка, так как на время прерывания беременности приходится завершать грудное вскармливание. Поэтому не переживайте, если вы уже длительно кормите грудью и у вас не наступает менструация. Также во время лактации достаточно часто мы наблюдаем за тем, что менструальный цикл нерегулярный. То есть менструации начинаются и потом идут нерегулярно. Иногда бывают пропуски по несколько месяцев, иногда они идут слишком часто. Это связано с тем, что во время лактации повышается уровень пролактина, и он влияет на менструальный цикл, и его нарушают. Могут быть анавуляторные менструальные циклы. То есть это когда менструации идут достаточно регулярные, но не происходит овуляции. Поэтому вероятность беременности во время лактации достаточно низкая, но она не исключена. Еще раз напомню, что если вы не планируете беременность, то необходимо предохраняться. Если у вас остались вопросы по данной теме, то, пожалуйста, задавайте их в комментариях под видео, либо на сайте сбеременностью.ру. До свидания, до новых встреч!